Привет, с вами Иван Хорев и Кирилл Сухов. Сегодня мы расскажем о британском истребителе 6-го уровня Spitfire 5. Предыдущая машина ветки Spitfire 1. От нее наш герой полностью унаследовал вооружение, а также двигатель Merlin 20. Это очень приятно, поскольку не придется начинать знакомство с базовой конфигурацией. Впрочем, даже в полном стоке пятый Spitfire на голову превосходит своего предшественника по скоростным характеристикам. Добавим к этому большую оптимальную высоту и умопомрачительную скороподъемность, которая с прокачкой двигателей будет только выше. А вот новым вооружением наш самолет, увы, похвастаться не может. У нас все те же 8 браунингов калибра 7 мм или 4 браунинга и 2 20-мм пушки Hispano. Маловато, конечно, для 6-го уровня, но ведь главное не количество, а правильное применение. С маневренностью тоже все просто. В базе Spitfire 5 проходит вираж немного быстрее. В полном же фарше проигрывает предшественнику секунду среднего времени. То есть крутится он примерно так же. Так что с ростом уровня Spitfire изменился только в лучшую сторону. Но и противники не остались прежними. Поэтому давайте сравним наш самолет с одноуровневыми истребителями. Начнем с прочности. Конечно, на фоне толстых немцев и американцев наш самолет выглядит скромно. Однако он обладает неплохим запасом прочности, обходя по этому параметру советских одноклассников и японца. А вот вооружение у нас специфическое. Шутка ли, установить можно всего 2 авиапушки, в то время как другие самолеты ощетинились крупными калибрами, как ежи. Но не беда, и с таким вооружением можно покуролесить. Если оставить только пулеметы, мы значительно повысим Spitfire скоростные характеристики, а значит, подобраться поближе к противнику и дать мощный залп станет куда проще. Правда, эта комплектация требует от пилота более прямых рук, так что мы будем использовать менее экстремальную пушечную конфигурацию. В таком случае Spitfire становится эдаким универсальным солдатом. Высокая скорость и хорошая маневренность позволяет ему на равных бороться с мессерами и фоками, а большая высотность и скороподъемность — с советскими истребителями. Но хватит сравнений, пора проверить наш самолет на деле. Жмем кнопку «В бой» и оказываемся в топе. При таких раскладах мы сразу забираемся повыше, но сильно вперед не лезем. Самолет у нас предназначен в основном для поддержки и в одиночку долго не проживет. Так что выбираем группу зелененьких побольше и летим вместе с ними. Основная наша задача в бою — перехват вражеских истребителей. Но только не будем сразу кидаться на амбразуру. Лучше подкрадемся поближе, пока противник отвлечен атакой. Наш самолет силен в вертикали, поэтому активно используем как бум-зум, так и короткие вертикальные петли. Ни в коем случае не пытаемся виражить с врагом 1 на 1. Исключения составляют только американские и немецкие самолеты. К ним можно смело заходить на 6, убежать от нас они смогут только на полном форсаже. Собственно, алгоритм действий на весь бой будет примерно один и тот же. Движемся в группе, выбираем отвлеченную цель, подлетаем поближе и даем залп из всех стволов. Повторяем до победы. А вот с тяжелыми истребителями и штурмовиками следует быть поосторожнее. Наше вооружение не позволяет быстро их уничтожить, поэтому лучше применять тактику «ударил, убежал». Быстро сближаемся, даем залп и уходим на безопасное расстояние. Так мы и убережем свою машину от огня бортстрелка и не попадемся в лапы самолетом прикрытия. Впрочем, бывает и так, что приходится воевать на дне списка. Отчаиваться мы не будем, потому что и тактика, и роль наша сильно не изменится. Активнее смотрим по сторонам, чтобы не подставиться под мощный огонь противника, и летаем в максимально больших союзных группах. Если не стремиться за фрагами, ну и не бодаться лоб в лоб с самолетами старших уровней, то и бой пройдет без особых сложностей. Что же мы получаем в итоге? Spitfire 5 не самая сложная в освоении машина, ведь она во многом похожа на своего предшественника. И роль в бою у нее примерно такая же. Высокая универсальность позволяет самолету использовать различные тактики и без проблем бороться почти со всеми истребителями на уровне. Ну а если хочется погорячее, всегда можно поставить 8 пулеметов и проверить свои летные навыки на прочность. В любом случае, равнодушным вас эта машина не оставит.